Лёве из Би-2 подожгли квартиру, разбился самолет, 19 погибших. Массированная атака на Краснодарский край. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. В Москве подожгли квартиру, которая, как утверждается, принадлежит солисту группы Би-2 Лёве. О поджоге со ссылкой на некий закрытый телеграм-канал сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «База» и телеканал РЕН-ТВ. В сети появилось видео с поджогом двери и фотография с надписью на стене рядом с квартирой. Процитирую: «Привет врагу и предателю Лёве от пианиста». Причиной поджога называют финансирование ВСУ. Лёва, его настоящее имя Егор Бортник, поджог пока не прокомментировал. Солист Би-2 неоднократно высказывался против российской агрессии в Украине. В этом году его пытались обмануть пранкеры Вован и Лексус. Бортник сам написал об этом в соцсетях, а пранкеры выложили видео, где музыкант говорит, что покупал для Украины машины скорой и переводил деньги. С начала войны, далеко застольник, понимаешь, то есть моя помощь. Если бы у меня были деньги большие, я бы, конечно, купил бы партию этих Хаймерсов, понимаешь. В Москве задержаны два высокопоставленных чиновника из Вологодской области. Это вице-губернатор Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на силовиков. Вменяют им взятки. Следствие считает, что чиновники требовали 100 миллионов от руководства одного из предприятий. Сами они, впрочем, вину свою не признают. Что характерно, это задержание провели на фоне протестов жителей Вологодской области против губернатора Георгия Филимонова. Люди недовольны его предложением запретить аборты, инициативами по увековечиванию памяти Сталина, закрытием виноводочных магазинов, где в том числе закупались недорогими продуктами, а также конфликтами с Северсталью и постоянным хамством. Зампред регионального «Яблока» Михаил Дорофеев даже запустил петицию против Филимонова. И с 21 февраля под ней оставили подписи уже более 20 тысяч человек. Сам Дорофеев считает, что если так пойдет и дальше, то Филимонова на посту осталось не более чем полгода. С ним солидарны и жители города, с которыми поговорили журналисты издания «Вот так». Ну и с сегодняшним задержанием Алексеева и Бочарова СМИ уже начали писать об очередных тревожных звоночках для Филимонова. Новый скандал в колонии номер 9 в Пермском Соликамске. У заключенного убийцы Вадима Поздеева обнаружили около 30 грамм гашиша и конопли. Сам Поздеев должен был выйти на свободу уже в мае, однако теперь ему грозит новый срок. Как сообщил связанный с силовиками телеграм-канал «Шот», вероятно, вещества заключенный купил у одного из сотрудников колонии. Правда, чуть позже оперативно привел комментарий самих ФСИНовцев, что на самом деле это якобы была некая спецоперация по выявлению каналов распространения наркотиков среди зэков, во что, конечно, верится с трудом, учитывая репутацию Соликамской колонии. В 2019 году СМИ писали о пытках и самоубийствах заключенных из-за рабских условий труда и издевательств. В том же году здесь вспыхнул бунт заключенных, тогда пострадало более 20 человек. Позже еще один осужденный устроил протест, тогда уже последовали увольнения руководства, а саму колонию в 2023 году на всякий случай осветили. В прошлом феврале в ней вспыхнул крупный пожар, впрочем, обошлось без пострадавших. В подмосковных Мытищах ОМОНовцы устроили рейд в клубе единоборств «Агрессор», он так называется, где на тот момент занимались подростки. Об этом пишет телеграм-канал «База». Произошло это накануне вечером 25 февраля. Без 15:09 силовики в полной экипировке влетели в зал с криками «Всем стоять, работает ОМОН!». Они потребовали у подростков документы и вызвали родителей, чтобы отдать им детей. По словам ОМОНовцев, якобы посетители клуба нарушили комендантский час, согласно которому в Подмосковье дети до 16 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых после 10 вечера. Однако это не соответствует действительности, хотя бы потому, что на момент проведения рейда до 10 оставалось еще более часа. Кроме того, родители задержанных заявляют, что по окончании тренировок у детей еще было достаточно времени, чтобы вернуться домой. Массовая драка прямо на проезжей части произошла накануне вечером в Саратове. Кадры опубликовало агентство «Взгляд.Инфо». По словам очевидцев, в драке участвовало не менее 6 человек. После того, как было снято видео, конфликт усилился. Что стало причиной потасовки, а также есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Двое ученых, задержанных за нападение на российское консульство в Марселе 24 февраля, признали вину. Об этом пишет издание «Ля Прованс». По их данным, предполагаемые диверсанты – инженер и химик из Французского национального центра научных исследований. Одному из них около 50 лет, другому около 40. Задержали их еще вечером в понедельник. Сами ученые мотивируют свой поступок желанием поддержать Украину. Ранее агентство ТАСС опубликовало кадры нападения на консульство. На них видно, как один из мужчин бросает через ограду бутылку с зажигательной
взрывчатой смесью. Как пишет Ля Прованс, всего таких бутылок было 3. В Судане разбился военный самолет суданской армии. По предварительным данным, погибли 19 человек. 5 мирных жителей, генерал-майор, несколько офицеров, несколько солдат и члены экипажа. Самолет упал на жилую застройку вскоре после взлета с авиабазы. Об авиакатастрофе сообщил местный новостной портал. Суданские власти пока не комментировали крушение. А вот армия страны падение подтвердила. Причиной аварии может быть техническая неисправность самолета. Перед падением у него загорелась задняя часть. ВСУ провели одну из самых мощных атак по территории Краснодарского края. Что ты, папуша, у меня окна в доме вылетели, все. Ничего не осталось, не смешно, вон во дворе, Телеграм-канал «Астра» со ссылкой на местных жителей сообщил, что ВСУ атаковали Туапсинский морской торговый порт. Официального подтверждения этому нет. Глава Краснодарского края написал, что в Туапсе в результате атаки поврежден частный дом. Судя по заявлениям российских властей, дроны летели со стороны Черного моря. Об угрозе беспилотников ранее писали российские власти аннексированного Крыма. Также Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Северной Осетии. По последним данным, пострадавших нет. Минобороны России сообщила об уничтожении 83 дронов над регионом. Всего ведомство отчиталось о 128 сбитых беспилотниках. Российская армия тоже атаковала территорию Украины. Есть жертвы. Под Киевом, по данным местных властей, после атаки шахедов погибла женщина. Ее тело нашли при тушении пожара. Также ранены 2 человека. Это 20-летняя девушка и 44-летний мужчина. Мэр Харькова сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах города. Поврежден 9-этажный жилой дом. Пострадали 2 человека. Накануне днем Россия ударила по Краматорску. Погиб 1 человек, еще 14 пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Вадим Филакшин. Украина готова подписать с США договор о разработке природных ресурсов. Об этом со ссылкой на свои источники вчера сообщили ряд информационных агентств. По их данным, положение соглашения сильно смягчили для Украины, и Зеленский может подписать его уже в эту пятницу. Однако гарантий безопасности для Украины в документе все же не будет. Трамп на пресс-конференции накануне заявил, что не против приезда Зеленского в Вашингтон, однако российские недра его по-прежнему тоже интересуют. Кроме того, американский лидер сделал ряд новых заявлений о войне России и Украины. Трамп считает, что на территории Украины потребуется разместить миротворцев, но вот в той форме, которая приемлема для всех сторон. Кроме того, США рассматривает возможность отмены санкций против России в будущем. Ну и еще одна инициатива Дональда Трампа. Он заявил о введении золотых карт для переезда в США. Их будут продавать за $5 миллионов. В том числе, возможно, и российским олигархам. Как пишет Рейтер со ссылкой на самого Трампа, золотые карты дадут все привилегии грин-карт, в том числе и перспективы к получению американского гражданства. Американский президент рассчитывает, что продажа золотых карт может стартовать уже через 2 недели. На вопрос, смогут ли их приобрести, в том числе и российские олигархи, Трамп заявил, что, вероятно, они могут подать заявку. Процитирую: «Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень хорошие люди». Конец цитаты. В Москве кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении так называемых фейков об армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. По данным Следственного комитета, журналистка полностью признала свою вину. Барабаш задержали накануне, после того, как она вернулась с Берлинского фестиваля. Что конкретно говорилось в публикациях, которые она, по версии следствия, распространяла, неизвестно. В последнее время Барабаш сотрудничала с изданием «Репаблик», которое признано иностранным агентом. А в ее соцсетях много антивоенных постов. Последнее она опубликовала в 3-ю годовщину начала войны. На свободе у Екатерины остался сын Юрий, который сообщил журналистам о задержании, а также мать, которой, как следует из соцсетей журналистки, недавно исполнилось 96 лет. Отец Екатерины – известный литературовед Юрий Барабаш. Он, как и его дочь, родом из Харькова. И это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, так его увидит больше людей. Подписывайтесь на нас в Ютубе. Более 60% наших подписчиков смотрят нас просто так, без подписки, а это безопасно. Также подписывайтесь на нас в Телеграме. В таком случае мы сможем остаться с вами на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя и до встречи.